Рассказы из дамской сумочки. Алинка закусила губу, глубоко вздохнула, потом мысленно посчитала до 10, не помогло. Слезы закапали из глаз, руки предательски задрожали. Это несправедливо, нечестно. Она хотела что-то сказать, но всхлипнула и больше не пыталась сдерживаться, зарыдала в голос. Анна Сергеевна поморщилась, но успокаивать дочь не спешила. Много-много раз она под напором слез, истерик, демонстративных обид уступала, перечеркивала свои планы, отказывалась от поездок, но сейчас она дала себе слово, что будет все, как она решила. Ситуация повторялась с завидной периодичностью. Как только на личном горизонте Анны Сергеевны, красивой, обаятельной женщины, вдовствующей с 32 лет, появлялся достойный мужчина с серьезными намерениями, то у Алины начинались нервные расстройства, падала успеваемость, это в школьные годы, ее грозили отчислить из института, она уходила в секту, выходила замуж, беременела. Она очень любила маму, искренне желала ей счастья, но это счастье почему-то было всегда не ко времени. В этот раз у Алинки была возможность сорваться с мужем в Новую Зеландию, но близняшек нужно было пристроить на 3 недели. К свекрови Алине обращаться не хотелось, а мама наотрез отказалась. И как тут не заплакать? Анна Сергеевна в это же самое время собралась провести 3 недели в Карпатах со своим новым поклонником, который был серьезными намерениями и ухаживал за ней почти год. Путевки были куплены, на работе оформили отпуск. У Анны Сергеевны было ощущение, что от надвигающегося счастья она вот-вот оторвется от земли, но тут явилась Алина с просьбой и надвигающейся истерикой. Дочь еще пыталась надавить на чувства матери, но Анна Сергеевна сказала трижды «нет», и Алина ушла, хлопнув дверью. Ладно, пусть придется идти на поклон свекрови, выдерживать ее пристальный взгляд и поднятые недоуменно брови, раз родная мать променяла семью на какие-то сомнительные амурные приключения в Карпатах. Так думала Алинка, и слезы катились из глаз. В отчаянии она позвонила свекрови, и та спокойно согласилась взять Ксюшу и Валю к себе, пока ее сын и невестка слетают в Новую Зеландию. Алинка облегченно вздохнула, зашла в кофейню, не было сил от нервного напряжения, дрожали ноги и руки. В кофейне немного успокоилась, заказала себе кофе, еду и десерт. Жизнь уже не казалась такой безрадостной. Поездка состоится, и все будет хорошо. А мама еще пожалеет. В ее возрасте нужно возиться с внуками, читать им сказки и печь вкусные пироги, а не порхать по курортам. Алинка расплатилась и отправилась домой. Ксюша и Валя провели насыщенный и радостный день. Сперва они играли в артисток. Ксюша надела мамино красное платье, а Валя закуталась в прозрачную шаль и накинула мамину норковую шубу. Тут обнаружилась забытая мамой косметичка, и девочки еще долго красили ресницы, губы и рисовали себе брови. Потом для полноты образа надели мамины туфли на каблуках и принялись ходить по воображаемому подиуму. Валя на развороте, она видела такое в телевизоре, подмигивала воображаемым зрителям. А Ксюша решила быть поющей моделью и пела: чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Потом играть в моделей надоело, а взрослые все не шли домой, и девочки, насмотревшись телевизора, решили поиграть в милиционерш. Как раз про 2 напарниц сериал показывали. В ящичке маминого комода взяли паспорта, чтобы предъявлять преступников свои удостоверения. Черным маркером немножко подкорректировали, и получилось заглядение. Ксюша уже хорошо читала и умела писать печатными буквами. Она, правда, еще не знала, как пишется слово «прокуратура» и «следователь», но это не остановило ее. Потом и милиционерш играть надоело, поели мороженого, и как-то незаметно сморил их сон. Снилось что-то невероятно хорошее. Они живут у бабушек. Баба Аня и баба Катя во сне почему-то съехались. Родители улетели в командировку навсегда. И девочки с бабушками целыми днями играют куклами Барби, шьют им одежки, мастерят всякие хорошенькие безделушки для кукол и в перерывах катаются на каруселях.
Они спали так крепко, что не услышали, как вернулись домой папа и мама, как они охали и ахали, разглядывая изуродованные загранпаспорта, как икала после бурных рыданий Алина, и как папа, поминая Кибинину мать, очищал новое покрывало от шоколадного мороженого.